В предыдущих видео мы с вами обсудили особенности оксида железа черного, разобрались, когда он краснеет, когда он не краснеет, когда он остается в нормальном состоянии в коже и вообще возможно ли это. В этом видео будем говорить об особенностях Carbon Black и почему в брови юзают именно эти пигменты. У оксида железа черного есть очевидные минусы непосредственно в самой работе мастера. Как и любой железоокисный пигмент, оксид железа черный очень туго вкрашивается в кожу. Работа на краске, в составе которого имеется черный оксид железа, занимает вместо привычных 1,5 часов или даже часа 3, а то и 4 часа, к сожалению. В плане производства оксид железа черный не очень удобный, потому что не измельчается должным образом до тех размеров, которые интересны в целом производителям. И, кстати, из этой проблемы следует еще две проблемы, как минимум. Опять же, долгое вкрашивание краски в кожу и минимальные остатки после заживления. Не самые качественные оксиды железа могут стать фиолетовыми или красными просто в процессе носки перманентного макияжа. Также краснеют при удалении лазером, так как они очень тяжелые, они оседают на дно флакона. Нужно потом просто достаточно долго этот флакон встряхивать и приводить суспензию в нормальное состояние. Из очевидных плюсов оксида железа черного я бы выделил только тот факт, что он биогенный и он нормально метаболизируется организмом. То есть сам способен выцветать, точнее краска на нем способна выцветать чуть быстрее. Технический углерод или Carbon Black имеет ряд неоспоримых преимуществ перед железоокисным черным пигментом. Изначально пигменты достаточно мелкие, то есть пигменты именно с пигментного производства поступают нам на производство краски буквально там в размерах до 2 микрометров. На своем производстве мы измельчаем их и работаем уже в нанометрах, что позволяет нам получать очень классные результаты при закрашивании участков тела нашей краской. В суспензии ведет себя очень стабильно, он никогда не оседает. При правильных технологических процессах изготовления краски он всегда будет в взвешенном состоянии, не осядет на дно. Фрагментируется лазером очень хорошо и достаточно быстро в дальнейшем выводится организмом. По очень важному показателю для черных пигментов, который по-простому называется тонирование, в значительное количество раз превосходит оксид железа черный. Простым языком это значит, что Carbon Black намного чернее, чем оксид железа черный, и он способен закрашивать собой вообще все. Из этого потрясающего физического свойства мы разработали нашу технологию, с помощью которой мы уменьшаем количество углеродной сажи в 2 раза на 50%, и тем не менее остаемся в нужных нам оттенках. То есть из-за высокого показателя тонирования получается то, что получается у нас низкое содержание углеродной сажи, при этом нужный оттенок и очень хорошие зажившие результаты, никаких больше серых бровей и вот это вот все. Появилась эта технология у нас примерно около 1,5 лет назад, я ее сам придумал, я этим очень сильно горжусь. На практике мы прямо сейчас вам покажем, как это работает. Образец до 2023 года. То есть, в принципе, видно, что в растирке он очень темный. И в целом видимые частицы пигмента присутствуют. Промежуточный этап жареного каштана нового. Он абсолютно не похож в принципе, на жареный каштан. Он рыжий, потому что содержит в себе на 50% меньше Carbon Black. Вот сейчас он смешан так же, как этот, то есть по-деревенски. И чтобы получить такой же оттенок, вот этот новый жареный каштан, мы измельчим черный, который здесь есть в составе, вместе с желтым и оранжевым пигментами по нашей технологии. Получим мы следующее. Новый каштан. Равномерно распределены частицы пигментов, он не выглядит черным, как здесь. У него нет вот этих видимых краплений, у него более стабильная выкраска, то есть нет пробелов, не как здесь и не как здесь. То есть он
абсолютно равномерно распределяется по поверхности стекла. То же самое происходит в коже. Попадание, в принципе, в оттенок, оно стопроцентное. Просто он менее черный за счет того, что пигмента в нем черного меньше в 2 раза, чем в его предшественнике. Вот этот жареный каштан, он не способен посереть. Точно так же, как и все остальные краски брови. Мы в брови топим за движение вперед, и все рекламации касаемо наших красок мы принимаем во внимание. Мы относимся к болям мастеров абсолютно адекватно и стараемся их закрывать на уровне своих составов. Проблема серых бровей существовала всегда. Она связана с любым брендом, с любым производителем красок, то есть тут как бы эта штука неизбежна. Черный оксид железа эту проблему не решит, и в зажившем виде можно только усугубить. Не решает эту проблему колористика, работа с корректорами. Проблему серых бровей решают технологии, решают знания химии, физики и математики. Это именно то, чем мы занимаемся в брови. Используя нашу краску, вы работаете уникальным продуктом, аналогов производства которого пока что нет ни у кого в мире.